Мой брат Джон пропал в 5-летнем возрасте. Вот так, среди белого дня, на детской площадке. Мы с мамой находились рядом, а Джон катался на качелях. Мы просто сидели на скамейке и наблюдали за ним. На площадку выбежала чья-то маленькая собачка, и мы на миг отвлеклись на нее. А когда подняли глаза на качели, то Джона на них уже не было. Он не мог так быстро убежать. Вызвали и спасателей, и полицию, но он как сквозь землю провалился. С тех пор прошел год. Это был день, когда Джон исчез. Я проходила мимо той злополучной площадки и остановилась, как громом пораженная. На качелях катался мальчик. Я на 100% была уверена, что это Джон. Не веря своим глазам, я подошла к качелям и тронула ребенка за плечо. Это был он, Джон, мой пропавший год назад маленький братик. Он протянул ко мне руки и улыбнулся. Когда я привела его домой, мама и папа чуть с ума не сошли. Конечно, после того, как первая радость схлынула, мы начали его расспрашивать. Но Джон молчал, только улыбался в ответ. Походы по врачам показали, что с ним все в порядке. Джон был абсолютно здоров. Все уже успокоились, и наша жизнь начала возвращаться в прежнее русло. Тогда я и начала замечать за Джоном одну особенность. Его улыбку, странная, будто прилепленная к лицу, а в глазах рак. Так он смотрел на папу, когда думал, что его никто не видит. А затем отца не стало. Он упал с крыши, когда поправлял черепицу. Это был огромный удар по нам. А вот брат Джон как будто стал веселее. Казалось, что несчастный случай с отцом его совсем не коснулся. А затем, с той же странной ухмылкой, он стал смотреть на маму. Однажды утром я заглянула к нему в комнату. Он стоял у окна и что-то бормотал себе под нос. Меня он не замечал. Это было очень похоже на заклинание. Я подошла поближе и коснулась его плеча. Джон резко развернулся в мою сторону. На его детском личике отразилась такая злость, что я отшатнулась в сторону. А затем он сказал грубым мужским голосом: «Не смей мешать мне, девочка, иначе ты пожалеешь». Я закричала и побежала вниз. Я все рассказала маме. Мы обе поднялись в комнату Джона. Джон сидел на полу и собирал кубики. Увидев маму, он засмеялся и протянул к ней руки. Я лежу в палате, в клинике для душевнобольных. Врачи сказали, что мне нужен покой, что после гибели отца у меня душевное расстройство. Я уже неделю здесь. Вчера пришла весточка из дома. Не стало моей мамы. Несчастный случай. Упала и ударилась об угол стола. И я чувствую, что скоро он придет за мной. Все чаще мне снятся сны, а в них мой брат Джон. Он смотрит на меня черными глазами без белков. Его губы расплываются в странной улыбке, обнажая рот, полный острых зубов.